отсек. Пошла какая-то питерская тема. Каналы, мосты. Чисто петербургская ботва. Че, куда идем? А, зеленый. Чисто петербургская мода. Только вот у нас вдоль каналов нету таких деревьев. Выглядит феерично. Надо взять на заметку нашим градостроителям. Феерично и романтично. Это какой-то цирк. Или просто цирк какой-то. Вот новая вода, еще одна. Рановский. Ну вот мы вышли на местный Арбат, улица Баумана. Я пытался ее склонять на манер армянский Баумяна. Здесь, наверное, большая часть это туристы. Какой котик. Ну и в обратную сторону. В ту сторону Кремль, так что мы пойдем туда. Я начал снимать кота, как все сюда прибежали. Все, что я снимаю, становится очень популярным моментально. В общем, пришло в голову две мысли. Наблюдение, что пока что иностранцев не видно. Именно там, групп китайцев, например. И второе, что есть ощущение, что татары хозяева этой земли. Но никак не Москва. И между тем вот православный храм на Баумана. Ну вот вдалеке виднеется вроде как это Казанский Кремль. Издалека очень напоминает Диснейленд. Любой парижский или этот флоридский очень похож на Диснейленд. Это авторские верблюды, очень уникальные. Между прочим, откуда ни возьми, взялось в метро. Ну и в отличие от московского и нижненовгородской красной эмблемы и питерской синей, здесь в Татарстане зеленая. Чтобы не быть голословным, я открыл фотку с Диснейлендом. Ну и он отдаленно напоминает голубыми крышами на вытянутых башенках. На деле, во-первых, белой оказалась это стена Кремля, и вот сам Кремль. А то, что я принял за Кремль, это, конечно же, мечеть. Выглядит она волшебно. Надо отметить, что здесь есть такой вот дуализм, даже трио: мечеть, Кремль и здесь православный храм. Забыл сказать, тут же рядом еще смотровая площадка, ресторан в виде пирамиды, центральный стадион. Все против солнца, поэтому
Видите, все, что... И цирк еще вдалеке. Все, что против солнца, все не видно. Так что все за солнце. И еще раз прогоню. Уж больно здесь место центрально уникальное. Еще недавно я думал, что Кремль только в России. Ой, в Москве. Потом он оказался в Новгороде. Потом в Нижнем Новгороде, в Дмитрове. Еще и здесь. Ну вот, ребята загораживают, но метро Кремлевская. Говорящее название, потому что буквально вот вход есть. Буквально рядом с Кремлевской стеной. А у нас в Питере вообще нет ни Кремля, ни станции метро Кремлевская. Как так получилось? Почему мы такие ущербные? Ну что, еще один мученический памятник в лучших традициях русской культуры. Мужчина с оковами за спиной. Ну, раньше здесь был Александр II. При советах его тюкнули, видимо, и поставили памятник советскому поэту Мусе Джалилу. Вот тут его подпись. Почему у него оковы на руках и на ногах, остается вопросом. Ну что, внутри Казанского, в отличие от Нижненовгородского, нет танков, зато есть лошади. Здесь инсталляция из фотографий, видимо, знаменитых людей. Я как невежда никого не знаю, но сейчас убежусь, что я никого не знаю. Здесь международный симпозиум по скульптуре «Мелодия камня». Ну и такие вот прекрасные фигурки. Мне нравится вот эта женщина, потому что у нее прическа как у меня. Наверное, против солнца ни хрена не видно, просто такие темные столбы. Ну, а вот от солнца. Лев Маслоствов. Валериан. Кто все эти люди? Ну вот, Габдулла Буби, его семья обрели широкую известность как просветители и педагоги, например. Ну и там реформы всякие придумали, просветительские. Кстати, обращу ваше внимание, наверху Казанского Кремля звезда. Правда, едва ли она светится, как на московском. Мечеть немного как игрушечная. Офига, тут ездят автомобили, оказывается. Тот самый. Что-то все прутся на башню. Пойдем и мы. Как не снять пожарников, которые приехали к мечети? Как не снять девушку, которая вылезла на крышу и возвращается? Тем временем, вот стена. Тем временем выяснилось, что там вдалеке вода. Я же тайно хочу искупаться сегодня. Ладно, идем в башенку. Ой, блин, я что-то ногу не сломал.
Ты наверх хочешь? Подъем на площадку 50 рэ. Ну, в общем, забрались на башню. Ну, раз уж забрались. Я не знаю, Ну вот, спуск, подъем. Не знаю, что это значит. Ну, факт. Ну что, заглянул я внутрь мечети. Ну, убранство, как бы вам объяснить? Но это внутри вроде и не мечеть. Потому что те мечети, которые я посещал, там место в молитве, а здесь и молиться негде. Толпа туристов. Больше похоже на музей. В общем, что такое мечеть? Такой большой зал. Лежат эти книжки с молитвами. Ну, и можешь совершать все. Я, в общем, у меня словаря не хватает. Люди приходят, там стоят на коленях, молятся себе. А здесь толпа народу, все галдят. Какое здесь таинство? Может быть, в часы молитв туристов не пускают? Но все равно, как-то уж больно, как-то, как бы это сказать. В общем, туристы как-то все оскверняют там. Такое мое восприятие. Изготовление монет. Ну вот, мужчина вовремя все закрыл. Молодец. И тут же православный храм, ребята. Вот буквально арку прошли. И вот. Вот как-то он сердцу ближе. Какой-то он вот родной такой. А еще есть такая тема, наблюдаешь одних и тех же челов. С кем зашел в Кремль, с теми и выходишь. Столько красоты, уже ходишь, ни черта не понимаешь. Просто, еще один пейзаж, еще один красивый храм. Господи, сохрани. Вот подводим итоги. Вот отсюда мы зашли. Вот мечеть. Вот церковь. Вот. Что такое И1? Башня. Башня, ну прочитай, Сюмбике. Ну и в общем выходим, вот, все, выходим.
И вот мы выходим. Автобус неожиданно напомнил нам о родине. Вот здесь вот. Как эта штука? Александрия? Нет. Растральная колонна. О. Привет. Отсюда интересное сочетание. Вроде стена белая, а башенки красные. Если честно, у меня немного ощущение, что я в Казахстане. Потому что все эти два языка, вся эта восточная тема. Как-то так. Вот русские, а везде они залезли. Все им мало. И к казахам, и к татарам. И, не знаю, и к финнам в свое время. Я песенку буду петь. Давай я. Любите цирк, цирк, цирк. И почаще приходите в цирк. Ну, теперь ты пой. Давай, нужно новую съемку теперь на одно лицо. Так, еще раз. Китайский цирк, все звери на одно лицо. Ну ладно. Ну, напоминаю, что рядом с цирком вся вот эта кремлевская тема. Вот эти штуки чем-то напоминают Австралию. Столицу Австралии. О, господи, я уже забыл столицу Австралии. Ну, вы поняли. Короче, идем купаться. Прямо здесь, в Казани. Пляжик есть. Типа как у нас на Петропавловке. Прям в центре. Пляжик. Еще раз крикнут. Короче, мы случайно оказались в парке аттракционов Крылай. Здесь куча всего, всякие тиры там, и, ну, много, правда, аттракционов. Есть прикольные. Блин, что может быть прекрасней пляжа вот с таким видом на Кремль? Вот так вот, вот так вот. Вода приотличная. Сразу же не жарко. Даже прохладно немного стало.
мы вернулись на Батуряна, на Бауряна, на Булмяна, Баумана. И тут всякие вот такие ништяки происходят. Сек. Ну, кореш, блин. Ой, дельфинчик. Ой, дельфинчик. А у нас все это будет погребено под дождем. Скрипачи будут все мокрые. Щипачи будут все мокрые. Или замерзнут от ветра.